Добро пожаловать в Грузию, страну древних традиций, живописных гор и теплого гостеприимства. Вот это глаза у кого болят, вот помогает здорово. Начнем нашу прогулку с площади Европы, одного из самых центральных и красивых мест Тбилиси. Здесь, среди исторических зданий, чувствуется особая атмосфера, где современность встречается с традицией. От площади мы направляемся к знаменитому мосту Метехи, который соединяет старую часть города с его современным центром. Этот мост не только важная транспортная артерия, но и исторический символ Тбилиси. Давайте станем чуть повыше и посмотрим на мост Метехи. Под ним же течет река Кура или Мтквари. Река Кура, величественно протекающая через Тбилиси, разделяет город на две части. Соединяя старинные улочки с современными районами, эта река, как жилая артерия города, была свидетелем множеских исторических событий и остается неотъемлемой частью Тбилиси, придавая ему особую атмосферу. На вершине скалы величественно возвышается памятник царю Вахтангу Каргасали. Как я сказал в начале видео, люди здесь гостеприимные. Не будем зацикливаться на одном месте и продолжим нашу прогулку. Мы направляемся в ботанический сад. Проходя мимо, замечаем музей. К сожалению, времени для посещения нет, но его уникальная архитектура стоит того, чтобы обратить на него внимание. Далее мы направляемся в ботанический сад по улице Ботаническая. Из ботанического сада открывается прекрасный вид на крепость Нарикала. Особенно хорошо видно крепость с верхних троп и обзорных площадок. В ботаническом саду царит тишина и зеленая гармония. В этом оазисе часто проводят свадьбы, ярмарки и различные культурные мероприятия. Ботанический сад не только место для фотосессий и свадеб, но и центр культурных событий, где часто проходят выставки, концерты на свежем воздухе. Мероприятия здесь становятся незабываемыми благодаря особой атмосфере, гармоничное сочетание природы, историю и современность. В сад мы еще вернемся. А сейчас я предлагаю переместиться к родине мать или мать Грузии. Статую женщины в традиционном грузинском платье, установленную в 1958 году. Она символизирует силу и гостеприимство Грузии, с чашей вина в одной руке и мечом в другой, готовая как приветствовать гостей, так и защищать свою родину. Здесь открывается вид на ботанический сад, но, как я уже сказал ранее, к нему вернемся мы в следующем видео. А если тебе нравится видео в таком формате, подпишись, чтобы не пропустить следующие интересные видео. На улицах Тбилиси можно встретить множество уличных музыкантов, которые добавляют особую атмосферу этому городу. С высоты город открывается во всей красе, но впереди у нас еще много интересных видов. Сейчас я предлагаю спуститься вниз и прогуляться по улицам, чтобы почувствовать ритм жизни и посмотреть, как живет Тбилиси в каждый момент. Итак, мы на площади Свободы. В центре площади находится памятник всаднику, который символизирует важную часть истории Тбилиси. Также здесь встречаются здания разных эпох, от старинных сооружений до современных архитектурных шедевров, создающие уникальную атмосферу этого места. С площади Свободы мы направляемся на улицу Пушкина, одну из самых известных и атмосферных улиц Тбилиси.
Направляясь в сторону улицы Николаса Бараташвили, мы переходим через подземный переход, из которого открывается вид на старое здание, привлекающее своей уникальной архитектурой. В этом здании производят ковры. Далее мы идем по улице Бараташвили, одной из самых известных и живописных улиц Тбилиси. Здесь же находится памятник Иоанну Петрици, великому философу и мыслителю, оставившему важный след в истории Грузии. А пока мы идем в сторону улицы Иоанна Шафтели, стоит отметить, что эта часть Тбилиси полна исторического шарма. Здесь, среди старинных зданий и уютных улочек, можно ощутить дух старого города, который сливается с современной жизнью. Также хотелось отметить, что в Грузии очень любят животных, это видно повсюду. На улице Иоанна Шафтели можно встретить множество скульптур, уютное кафе, старинное здание с традиционными балконами и знаменитую часовую башню, одну из самых ярких достопримечательностей в Тбилиси. Улица Иоанна Шафтели – настоящая жемчужина Тбилиси, где история, культура и искусство сливаются в уникальной атмосфере. Во дворах Тбилиси можно встретить плодовые деревья и растения, такие как виноград, гранат, хурма, орех, айва, шелковица, слива, персик, абрикос, вишня, яблоня и груша. Здесь мы видим церковь Карис Сурб-Геворг, одна из старейших армянских церквей Тбилиси, построенная в XIII веке. Она выделяется традиционной архитектурой и является важным духовным центром армянской общины. А напротив находится грузинский патриархат, который выделяется необычным забором, напоминающим крепостную стену замка. Этот архитектурный элемент придает месту особую атмосферу и символизирует защиту духовных ценностей. Здесь мы видим дворец государственных церемоний. Также рядышком находится музыкальный театр и выставочный центр и концертный зал в реке. Дальше мы прогуливаемся по набережной и вскоре видим красивый мост мира. Современное сооружение, которое соединяет два берега реки Куры и становится символом гармонии и связи между разными эпохами.
Перейдя через мост мира, мы подходим к поющему фонтану. К сожалению, он не работал, и мы решили продолжить прогулку. В этой части города мы уже были, поэтому я немного ускорю видео, чтобы вы могли насладиться красотой этого места в быстром, но таком же увлекательном темпе. Чтобы посмотреть на город с высоты, мы выбрали канатную дорогу. Эта канатная дорога – один из способов подняться к родине мать Грузии. В начале видео мы здесь уже были, и я вам показывал вид на ботанический сад. Вы, наверное, спросите, а почему же ты не показал статую сблизи? Все потому, что она стоит близко к обрыву, а перед ней лишь небольшая смотровая площадка. Отсюда видно весь Тбилиси. Конечно, можно обратить внимание на кафедральный собор Святой Троицы. Также в глаза бросается Дом юстиции. Он очень выделяется своей архитектурой. Также хорошо видно и всадника на площади Свободы. Тбилиси покоряет сердца гостеприимством и разнообразием. От канатной дороги до Родины Мати есть лавочки, на которых можно присесть отдохнуть. Также есть лавки с сувенирами. Здесь можно встретить фотографов с различными животными и птицами. Также здесь можно увидеть уличных музыкантов. Мы прогулялись по старым улочкам, а теперь давайте отправимся в современный Тбилиси и пройдемся по проспекту Шата Руставели. Перед вами одно из знаковых зданий современного Тбилиси – башня Иверия. Прогуливаясь по проспекту Шата Руставели, мы видим роскошный отель Билтмар Тбилиси, расположенный в центре города. Далее, идя по проспекту, мы видим Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Закария Палиашвили. Это одно из самых известных и значимых культурных учреждений города, расположено в центре, рядом с другими важными достопримечательностями и историческими зданиями.
Это театр имени Шота Руставели. Это один из самых известных старейших театров Тбилиси. Он был основан в 1851 году и является культурным центром, который играет важную роль в театральной жизни города. Памятник Шота Руставели, находящийся на площади Шота Руставели, был открыт в 1959 году и представляет собой величественного персонажа с пером и свитком в руках. А здесь мы прошлись по парку, который находится за Национальной картинной галереей. Вот наша прогулка подходит к концу. Хочу показать обычный район Тбилиси, вне центра, для тех, кто интересуется повседневной жизнью города. А вечером отправимся за хлебом. Я покажу вам несколько кадров. Лично мне было очень интересно, как пекут хлеб. Я думаю, вам тоже. Эта печь называется тане, а хлеб, который в ней пекут, называется пури. Всем спасибо, что были со мной, и до встречи в следующем видео.